В день рождения Перил снимает клуб и веселится с девушками. Альптекин просит Серкана позволить ему попробовать все исправить. Но тот говорит, что эту ошибку уже не исправить. Так как давняя мечта Перил стать певицей, она говорит, что сегодня тоже будет петь. Команда Энгина тем временем выигрывает, и тот делает селфи с кубком. Хочет похвастаться перед Перил и звонит ей. По видеозвонку Энгин видит, как девушки поздравляют Перил с днем рождения и подносят торт. Энгин извиняется, говорит, что приедет. Но Перил говорит, что уже слишком поздно, и вешает трубку. Так как Лейла тоже молчит, Энгин с Серканом думают, что делать. А тем временем в клубе Эрдем сражает девушек своей песней. Фифи нравится. На помощь Энгину приходит Эфе. Перил называет ему адрес. Альптекин предлагает поехать всем вместе, но Сейфи останавливает его. Серкан всем говорит, что не поедет. Эда заметно перебирает. А Энгин, увидев взгляд Перил, просит парней поддержать его. Перил здоровается со всеми, игнорируя Энгина. Тот извиняется, и Перил принимает цветы, но говорит, что сегодня он здесь только как ее коллега. Когда Эда на сцене пела песню, в зал вошел Серкан. Позднее Эда подошла к Серкану и спросила, почему он так сказал в машине. Серкан говорит, что не хотел ее расстраивать, так как она потеряла память. Эда не верит. Она говорит, что все же есть причина, и она ее обязательно узнает. Альптекин просит Айдан еще раз попытаться выйти со двора ради Серкана. А в клубе тем временем медленный танец. Селин уезжает домой, а Серкан приглашает Эду. Та соглашается. Эда не принимает приглашение ни Серкана, ни Эфе подвезти ее домой, а уезжает с девочками. Наступает утро, и вспоминается вчерашний вечер. А Эфе просит Серкана не мешать Эде работать с ним. Он рассказывает про то, как ей нужны деньги для колледжа, а также про трудности в цветочном магазине тетушки. Серкан тут же находит хорошего клиента для цветочного магазина Айфер. Тетушка делится хорошей новостью с Эдой, но та думает, что Эфе порекомендовал их кому-то из жалости. Энгин навел справки и узнал, что Эфе учился в институте по стипендии, но откуда-то взял деньги и открыл компанию. Серкан понимает, что у Эфе есть тайный партнер. Придя на работу, Эда благодарит Эфе за рекомендации и рассказывает, что у тети теперь крупный заказ. Эфе отвечает, что ничего не рекомендовал. Подходит Серкан и предлагает ему пройтись. Айфер принимает психотерапевта, которая советует больше не бояться принять и полюбить Эду. Серкан хочет познакомиться с неизвестным инвестором, но Эфе говорит, что тот не хочет называть свое имя. И для того, чтобы познакомиться, необходимо стать партнерами по-настоящему, а не на словах. Терапевт советует Айдан не лезть в дела сына и мужа, а вернуть Эду в свою жизнь.
и показать ей, как она ценна для нее. А тем временем Серкан с Эдой спорят по рабочим вопросам. Эда говорит, что нельзя пересаживать старые деревья, а Серкан ей обратное.